как сделать перемычки под торцевой стык двух листов в конструкциях, которые собраны по типу самонесущего потолка. Для таких потолков используются профиля или CD-шки, или перегородочные профиля, которые сращиваются по типу двутавровой балки. И полки у них с загибами. Так вот, чтобы не делать большие лепестки на перемычках, или чтобы не резать полки у силовых профилей и разгибать их, мы делаем такие перемычки, которые не требуют саморезов. При этом они вверх не уходят и вниз не падают. Чтобы вы понимали, о чем речь, это схематичное изображение перемычки из CD-шки интересной формы, которая применяется в потолках и перегородках, собранных из сдвоенных силовых стоек, в которых есть бортик с вот таким загибом. Для изготовления перемычки берем профиль CD, так, чтобы он заходил на полки профиля примерно по 3 сантиметра. Такая длина у него должна быть. С одного конца надрезаем ножницами. Делаем два надреза, один напротив другого. Здесь примерно 2,5 сантиметра. Затем срезаем полки по краю. Вот здесь и тут. И делаем еще два надреза по плоской части профиля. Здесь и здесь. На глубину вот этого вот среза. Вот так. Боковые полки мы убрали, бортики, и подрезали донышко по плоской части. Нам нужны вот эти вот именно вот эта часть металла, потому что она не рельефная. Затем вот это вот донышко загибаем внутрь. Загибать удобно пассатижами, так чтобы сгиб был ровный. Затем срезаем вот эти лепестки, так чтобы от них остался 1 сантиметр. Одна сторона готова. Теперь нужно ее приложить к профилю. Вот так вот. И отметить вторую часть. Вот здесь. Чтобы она поместилась между полками потолочных балок. Вот так. Вставляем. И здесь отмечаем карандашом линию среза. По этой линии мы делаем то же самое, что и с другого конца. В готовом виде перемычка выглядит вот так. Одинаковая с двух сторон. Теперь ее нужно установить на место. Например, вот сюда. И вот эти полки, вот эти вот, внутри разогнуть на профиль, вот на вот этот вот. Делать это удобнее двумя руками, потому что перемычка у нас из металла 0,6. Одной рукой справиться трудно. В установленном виде она вот такая. То есть вверх она не идет, вниз тоже, и прекрасно держится, без саморезов. При этом не имеет вот в этой части большого такого лепестка с рельефом от донышка. Вот, в принципе, и все по перемычкам для вот таких конструкций. А вот, кстати, если одну полку разогнуть, то ее еще можно вытащить. Вот за счет чего она держится. За профиль. Вот этот вот. За счет вот этой ступеньки. То есть подвесить за эту перемычку можно довольно много. Вниз она не уйдет.
А коротенькие лепесточки, вот эти, нужны для того, чтобы профиль не ушел вверх, когда вы закручиваете саморезы. Вот для чего они нужны. На этом видео про необычную железку заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!